Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна. Это был самый странный опыт в моей жизни, потому что выступаешь и понимаешь, что происходит сюрреалистическая ситуация. Ты в пустоте, вот только Иван, значит, играет на рояле, ты в пустоте, и ты должен как бы отдавать много энергии тем глазам, которые должны ее возвращать. Ее нету, но она есть. Но ты все время держишь в голове, что это через там, экраны, через гаджеты. Это очень странное ощущение. Это немножко как в кино сниматься. Мне кажется, программа совсем была другой сегодня. Было во многом даже круче. Если под пальцами прекрасный, чудесный инструмент и чудесная акустика, то, в общем-то, в темный зал можно не смотреть, и фантазия нам позволяет представить себе, что он полон, погрузиться в игру звуков. И я вам скажу, что даже при пустом зале это становится еще звонче. Я не скрою, во-первых, получил огромное удовольствие от игры в пустом зале, потому что он сегодня был для меня новый. И, конечно, абсолютно необычное волнение, оно отличается. Да, кстати. Да, он очень сильно отличается, потому что присутствие людей его как-то скрадывает. Ну, у меня сегодня Онегин прямо хорошо мне было на Онегине. Задался Онегин, честно говоря, да. Вот если бы у нас сидела публика, то ты все равно на сцене соотносишься, ты слышишь их дыхание, Но мне очень не хотелось еще потерять эту взаимосвязь, наверное, с неким воображаемым зрителем. Это какая-то у меня была внутренняя задача. И не потерять связь с Ваней, да, с музыкой, с текстом и со зрителем. Невозможно было в реальности почувствовать друг друга, но мне кажется, у нас сегодня получилось вот это создать некий шарик энергетическо-звуковой. Это круто было. Мне кажется, что творческий человек не может бездействовать, и совершенно неважно, пишет ли он 24 прелюдии и фуги на туалетной бумаге в лагере, или он выходит на сцену Московского художественного театра. Если у человека внутри есть этот огонь творчества, то это его не может погасить ничто. Я уверен, что десяткам и сотням творческих, талантливых людей, актеров, артистов, музыкантов, драматургов, режиссеров, на самом деле это время позволит накопить, чтобы потом выплеснуть новые произведения. Это ежедневная и постоянная работа над собой. Это на самом деле постоянное преодоление. Вот как сложно заставить себя, я не знаю, облиться холодной водой, так же порой в мире сегодняшних соблазнов, развлечений, всего общения, действительно суеты, также сложно не забыть о себе. Даже если ты что-то пропустишь, не знаю, новый сезон сериала, ты это не пропустишь. Да, но мне кажется, что это очень важно. И человек должен испытывать просто чувство голода настоящее, если он уходит далеко от большого искусства. Мы в таком безумном ритме живем, особенно люди, которые в больших городах, я сейчас не говорю не только о творческих людях, а вообще в целом, много на что не хватает времени. Причем это какие-то очень важные вещи, там, начиная от встреч с друзьями, заканчивая общением с собственными детьми или какой-то работой, которую ты все время откладываешь. Мне было нужно замедление ритма, вот лично мне, Даша, чтобы что-то доделать, остановиться, подумать, посмотреть, погулять, походить. Для меня сейчас очень классное время. И хорошо, что мы первый день вот так хорошо провели. Хорошо. А потом вот мы хотим осенью с Ваней представить новый симфоспектакль. Вот мы как раз сейчас встретимся, несколько раз займемся сокращением текста, какой-то осмыслением идеи. Мне нравится это время. Самое главное, чтобы жизнь просто не останавливалась. Да. Сегодняшнее наше выступление и музыка, которую я играл, и тексты, которые Даша читала, они, собственно, как символ того, что действительно искусство вечно, абсолютно всепобеждающая сила, потому что искусство в самые тяжелые времена, оно позволяет людям, во-первых, оставаться людьми, во-вторых, питает душу очень. Знал ли Чайковский или Пушкин
что вот в день, когда всемирная блокада какая-то будет объявлена, да, люди будут Люди будут слушать тексты. слушать, наслаждаться и в миллионный, миллиардный раз покоряться искренности, простоте и таланту этих людей. Ой, вещая моя печаль, тихая моя свобода, и ни живого небосвода, всегда смеющийся хрусталь.